Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу вам показать мастер-класс на вот такой вот череп, брелочек. Размер этого брелочка 8 сантиметров. Этот немножко больше. Этот 8 сантиметров получается, а этот... 7,5. Ну, в общем, он не намного больше получается. Вот, вяжется очень легко и быстро, так для разнообразия. Вязать можно тоже разными цветами. Понадобятся остаточки пряжи. Череп можно украшивать разными. Вот я украсила его как бы как цветочек. Один глазик сделала. Один глазик у меня больше, другой меньше. То есть их можно делать либо одинаковыми большими, либо маленькими, то есть тоже на свое усмотрение. Я вам покажу такой вариант, который понравился мне. Вот. И давайте с вами свяжем вот таких вот два варианта. Тоже цвета черепа тоже могут быть разные, поэтому тоже на ваш вкус и цвет. Итак, давайте с вами свяжем эти два брелочка. Итак, что нам понадобится? У меня, так как у меня будут два варианта черепа, один у меня будет такой вот светло-салатневый, а второй серенький, такой, как и был в первом варианте. Дальше нам понадобится черный джинс для вязания глазиков и вышивания носика и ротика. И для цветочка я возьму такой вот ярко-розовый цвет. Дальше нам понадобятся ножницы, понадобится 2 крючка, 4 и 2,5, иголочка для пришивания глаз и вышивания деталей, маркер и 2 карабинчика на брелочке. Все, давайте с вами начнем. Итак, начинаем ввязывать череп. Я взяла салатневую пряжу. И набираю крючок номер 4. Сам череп мы будем вязать 4. Набираю 2 воздушные петли. Теперь во вторую петлю от крючка я провязываю 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь следующий ряд, второй ряд, провязываем все прибавки. В каждую петлю 2 столбика без накида. Хвостик вяжем вместе. Привязав первую прибавочку, я ставлю маркер в первую петлю. Дальше провязываю в каждую петлю прибавку. У нас в конце ряда должно получиться 12 столбиков без накида. Хвостиком подтягиваю. Это 3-я прибавка. Четвертая. Пятая и 6-я прибавка. Теперь 3-й и 4-й ряд мы провязываем 12 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Снимаю маркер, хвостик уже не вяжем и провязываем по кругу . Одиннадцать и 12. Вот. И давайте еще один кружочек пройдемся по кругу. 4-й ряд. Итак, провязали. Теперь 5-й ряд. 5-й ряд вяжем 1 столбик без накида. Ставим маркер в первую петлю. В следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Всего 6 повторений. В конце ряда должно получиться
18 столбиков без накида. 1 столбик без накида, прибавка. Дальше опять 1 столбик без накида, прибавка. 1 столбик без накида и прибавка. Дальше 6 и 7 ряд провязываем по кругу 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. 2 круга. Давайте провяжем. Итак, 8 ряд. Снимаем маркер, провязываем 1 столбик без накида, ставлю маркер обратно в первую петлю. Дальше 2 столбик без накида и следующую прибавка. 2 столбика без накида и прибавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда должно получиться 24 столбика. И дальше 9, 10, 11, 12 и 13 ряд. Провязываем 5 рядов. 24 столбика без накида, без прибавок и убавок. И еще 2 раза. 2 повторения. Все, вот такая деталь получается. Теперь 5 рядов давайте провяжем по кругу без прибавок и убавок. 5 рядов с 9 по 13. Итак, провязали 13 рядов. Вот такая деталь получается. Теперь давайте ее отложим и свяжем с вами глазки. Так как я буду вязать 2, я уже 2 подготовила, заранее связала такую деталь. И теперь нам надо связать с вами 4 глазика. Итак, первый глазик маленький, вяжем крючком 2,5, кольцо амигуруми, вяжем джинсом. Глазики все вяжем джинсом. Набираю воздушную петлю, делаю еще одну воздушную петлю и провязываю в кольцо амигуруми 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, приблизила немножко, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Теперь стягиваю кольцо и во вторую воздушную петлю предыдущего ряда провязываю соединительный столбик. Вот первый глазик у нас получился. Я отматываю где-то 50 сантиметров где-то хвостик, потому что мы будем вышивать этим же хвостиком, который мы будем пришивать, я буду и вышивать ротик и носик этой же ниточкой. С обратной стороны делаю узелок.
с изнаночной стороны. Не сильно затягиваю, чтобы не было. Вот так. И коротенькую часть я просто обрезаю. Оставляю маленький небольшой хвостик. Я его потом спрячу, когда буду пришивать деталь. Вот первый глазик готов, маленький, с вот таким вот длинным хвостиком. Свяжем давайте второй глазик точно такой же. Для второго черепа набираю 2 воздушные петли. И в кольцо амигуруми я провязываю 12 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Стягиваю колечко. Ввожу крючок во вторую петлю предыдущего ряда, в первую петлю предыдущего ряда. Отрезаю хвостик опять подлиннее. И беру другого цвета пряжу. И соединительный столбик я уже делаю новой пряжей. Хвостик убираю. Мы его ввязывать не будем, потом его закрепим. Так. Делаю одну воздушную петлю. В эту же петельку я провязываю 2 столбика без... в эту же петлю я провязываю 1 столбик без накида. Дальше делаю 2 воздушные петли. И в эту же петлю я провязываю еще 1 столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую петлю провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. И в эту же петлю провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. В следующую петлю провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. И в эту же петлю провязываю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. В следующую петлю я провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. И в эту же петлю я провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. В следующую петлю провязываю столбик без накида. 2 воздушные петли. И в эту же петлю провязываю столбик без накида. В эту же петлю. Все, и вот так вот нужно провязать до конца ряда. В каждую петельку мы провязываем 2 столбика без накида и между ними 2 воздушные петли. Так нужно провязать до конца ряда. 2 воздушные петли, в следующую столбик без накида, 2 воздушные петли и в эту же петлю столбик без накида. Все, давайте так провяжем до конца ряда.
И теперь делаем соединительный столбик вот в первую петлю предыдущего ряда. Вот такой глазик получается. Отрезаем хвостик небольшой. Все. Теперь этот хвостик спрячем. Все попадало. И еще раз. Уходим к серединке. Вот. И теперь длинную оставляем. Коротенькие завязываем. Розовенькую тоже завязываем все хвостики. Так. Теперь вместе. В общем, фиксируем. Мы все равно эти глазики будем пришивать, поэтому хвостики небольшие оставляем. Вот они потом спрячутся. Вот такой вот глазик у нас. И по краям как бы цветочек такой вот получается. Так, дальше. Теперь вяжем еще один глазик большой. Большой глазик вяжем опять в кольцо амигуруми. 2 воздушные петли. И провязываем в само колечко 12 столбиков с накидом. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Стягиваем колечко. И делаем соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Теперь делаю одну воздушную петлю. В эту же петлю я провязываю два столбика без накида. И в каждую последующую прибавка. То есть у нас должно получиться 12 столбиков, 12 прибавок столбиками без накида. То есть каждую петлю 2 столбика без накида. Вот так по кругу вяжем глазик. В конце ряда у нас должно получиться 24 петли.
И в последнюю петлю 2 столбика без накида. И в первую петлю предыдущего ряда делаю соединительный столбик. Дальше отматываю тоже длинненький приблизительно хвостик и закрепляю. И с обратной стороны, с изнаночной, закрепляю. 2 хвостика, коротенький обрезаю, чтобы он нам не мешал при сшивании. При пришивании глазика. Все, хвостик обрезаю, оставляю небольшой хвостик. Вот такой вот хвостик оставляю. Вот. И таких нужно связать 2 глазика. Еще один точно такой же глазик давайте свяжем. Итак, приготовили нашу деталь. И теперь давайте пришивать большой глазик. Значит, маркер должен был быть сзади. Не имеет значения, в принципе, с какой стороны, потому что мы все вязали по кругу, везде все одинаково. Но мне удобнее, если маркер будет сзади, допустим. И приблизительно смотрим, где будут наши глазки. Вот, глазки должны быть, отступив один ряд, но чуть ниже, чем последний ряд мы вязали, чуть ниже. А второй глазик, он должен быть посерединке к большому глазику. Вот так. Все, и давайте пришьем по кругу вот эти 2 глазика.
Итак, пришила я глазки. Взяла вот эти вот две ниточки длинные, которые у нас остались, и одела иголочку. Теперь посерединке между глазиками, вот посерединке между глазиками я ввожу иголочку. Сейчас мы будем с вами этими же ниточками вышивать носик. Так. Через 2 ряда делаем с вами такой вот носик. Вышиваем. Вот. Вышили такой галочкой носик. Теперь вот здесь, где мы с вами делали прибавки, это будем мы вышивать между 4 и 5 рядами. Вот на этой части. Между 4 и 5 рядами. И если вот так вот сложить пополам эту деталь, то мы одеваем с одной стороны иголочку, а выводим с другой. Между 4 и 5 рядами. Вот так. Ввожу. Вывожу. Вот так. Не затягиваем. Вот так. Не затягиваем. И теперь делаем таких 3 стежка, чтобы они были тоже симметричны, равномерны. Ну, вот так приблизительно мы вышиваем ротик. У нас еще ниточка остается. И я фиксирую ее вот возле глазика. Не стягиваю, а просто делаю узелочек. Все. Оставшуюся ниточку я складываю сюда вместо холофайбера. Вот. И вот такой вот получается череп. Теперь давайте наполним холофайбером. Вот. И продолжаем вязать. Теперь мы будем вязать с вами убавки. И еще дополним, набьем холофайбером эту деталь. Итак, 14 ряд мы провязываем так. 2 столбика без накида. Первую петлю ставлю маркер.
и убавка. Опять 2 столбика без накида. И убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. Вот так. И теперь 15 ряд, 1 столбик без накида плюс убавка. Снимаем маркер. 1 столбик без накида. И убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 повторений и в конце ряда 12 столбиков. Все, снимаю маркер и провязываем 16 ряд, 6 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отрезаем хвостик, закрепляем. Теперь беру немного холофайбера и наполняю еще необходимое количество . Все, теперь стягиваем кольцо за полупетельки . Делаем узелочек, а лучше 2. И вот это, чтобы не было, в центр вставляю иголочку, ввожу в любое место.
Все поправляю. Могу еще. Нету сил еще в руке, и очень тяжело мне иголку продеть. Приходится помогать мне левой рукой, потому что сил в правой еще очень мало. Все, вот такой вот череп у нас получился. Это первый вариант. Очень интересный. Теперь давайте оформим второй череп с цветочком. Итак, большой глазик я уже пришила. Ниточка у меня вот здесь внутри, чтобы она не мешала мне пришивать второй глазик. Теперь пришиваем второй глазик. Глазик пришиваем тоже симметрично посерединке первого глазика. Вот эти вот все хвостики нужно спрятать вовнутрь. Вот, и вот так вот пришить. Пришиваем мы только за черную внутренний зрачок. Вот эти вот цветочек мы не трогаем. То есть пришиваем строго по окантовочке вот этого черного зрачка. Все, давайте пришьем, чтобы это было симметрично. Вот так вот. Итак, пришила я глазки. И теперь давайте вышьем с вами тоже носик и рот. Неравномерно я отрезала, конечно, ниточку, но сейчас будем что-то придумывать. Значит, посерединке, вот я вставляю посерединке иголочку. И сейчас будем вышивать носик. Так, сейчас посмотрим. Не сильно стягиваем его. Вот. Одеваем носик. Вернее, пришиваем носик и выводим между 4-м и 5-м рядом выводим ниточку. Вот нашла эту длинный хвостик, который не вот. Так, сейчас я намучаюсь с этой
Вот носик. Вышили мы носик. И теперь между 4 и 5 рядами вышиваем рот. Вот такой вот ротик. И зубы. Ну, типа зубы. Так, не знаю я. Вот. Хватит мне ниточки или нет. Вот вышила ротик. И теперь зубы вышиваю. Тоже через одну петельку, просто продевая. Сразу надыбала. Вот почему я говорю подлиннее хвостики, чтобы... Или можно отдельно их, ну, я уже не затягивать. Вот, поправляем. Теперь еще раз. Может быть, и хватит. И вот ввожу уже хватило. Вот. Сейчас подтяну. Вот. И немного поправлю. Поправить нужно, потому что вот ротик. Вот так. Теперь нужно вывернуть и зафиксировать. Завяжу на узелочек. И просто зафиксирую ниточки. И вторую. Все. Еще раз иголочкой поправим. Вот такая вот получается. Теперь набиваем холофайбером и провязываем убавки точно такие же, как в первом черепе. То есть 14 ряд это будет 2 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз в конце 18 столбиков.
15 ряд 1 столбик без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз, в конце 12 столбиков. И в 16 ряду 6 убавок, стягиваем все, стягиваем отверстие, все, и одеваем карабинчики на брелочки. Все, давайте с вами проделаем это самостоятельно. Ну что ж, я закрыла уже отверстие второму черепу, одела уже карабинчики, и вот такие вот 2 черепа готовы. Вяжите в разных вариантах, разными цветами, те, которые вам нравятся. Сейчас покажу еще вот эти. Если у вас получилось, вам понравился такой вот мастер-класс, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а на сегодня я вам говорю пока-пока.